Всем привет! Давайте сегодня посмотрим расклад на ваше будущее по кричалочке, да? Подумайте о себе, руки, ноги не скрещивайте. Давайте посмотрим на кричалочку. Ну, буду делать полный расклад и разбирать каждый вопрос. Девочки, подумали о себе? Мальчики тоже. Мальчишки, переворачивайте на себя. Я буду говорить девочкам, на девочек. Итак, кто ко мне сегодня пришел? На расклад какая девушка сильная, волевая, с характером, чувственная. Любила, что ли, в кого? Угу. Секундочку, сейчас скажу. Итак, девочка очень много работает, очень старательная, исполнительная, очень чувствительная. Понимаете, почему чувствительно сердце вышло? Это человек, который умеет любить, а если любит она, то по-настоящему. Но если девушка не замужем, смотрите, она безумно хочет создать свою семью, свою ячейку общества. Чтобы, знаете, и крыша над головой, и солнце светило, и муж был, знаете, добрый, светлый, хороший человек. Вот. Она очень много об этом мечтает. Много девочка еще работает. У девочки сильный характер, она такая волевая, да? Вот она может такая, как это, и горящую избу войдет. Бесстрашная даже, скажем так, да. Итак, девчоночки, давайте посмотрим. Вот такая, если сигнификация совпадает, продолжаем слушать. Девчулечки, посмотрим, что стучит, кто стучит, возможно, кто придет, а возможно, какие события к вам стучатся в двери. Стучит. Обиделись, что ли, на кого-то? Кто-то обидел, что ли, вас? Прям как-то и грустненько стучит. Паутина, запутались на выборе, на жестком выборе, сделали свой выбор. Те отношения, которые были, видимо, стали какими-то бесполезными, пустыми, бесплодными, да. Перетерпели какое-то даже унижение с конкретным человеком. А возможно, вот ваше внутреннее такое состояние сейчас, такое, знаете, запуталось, не знаете, в какую сторону бежать. Все какое-то пустое, бесплодное, бессмысленное, да. И прям это даже в каких-то моментах вас даже это унижает. Хотите в новое пойти, начать с нуля. Или ребеночка родить. Вот такой момент идет. Возможно, узнали о беременности. Почему унижение-то идет, да? Думали бесплодная, а тут ребеночек идет. Вот такое вот. Если не в браке, то не все примут такое. Гремит. Гремит, это значит, что должно конкретно произойти. А гремит это на пороге человек верный, хитрый, со своими чувствами, со своими эмоциями. А возможно, это вот-вот-вот буквально было. Хитрый лис. Прям вот прям лис. Угу. Вот смотрите, девчонки, как получается. Гремит-то прям вот оно и может даже... И вот не так давно это произошло. Кажущийся верный человек оказался обычным манипулятором. Проявлялся со своей страстью, со своей хитростью, знаете, которая умеет и красиво сказать, и ручку поцеловать, и цветочек подарить. Вот такой вот, понимаете? Человек, если на человека смотреть, вот земля, это человек, знаете, вот сегодня здесь, а завтра там. Тарам-парам, тарам-парам. Вот такое вот. А что торопится в вашу жизнь? Давайте посмотрим, девчулечки. Отсюда может и беременность произойти. Так, что торопится в вашу жизнь? Мужчина? Сильный, волевой. Угу. Так, смотрите. Отвергнутый когда-то мужчина, отвергнутый именно, возможно, военный, возможно, в структурах работает, возможно, ну,
полиция, милиция, адвокат или еще кто-то вот из таких, или с металлом работает. Когда-то отвергнутый мужчина хочет заикариться рядом с вами, то есть пустить свои корни. Он хочет чистых, честных отношений, и он будет вкладываться в эти отношения. Торопится к вам сильный мужчина, который будет вкладываться в отношения. И намерения у него самые, что ни на есть, чистые. Вот что торопится в вашу жизнь. Сердце кто растревожит или что? Какое событие растревожит ваше сердечко? Правду узнаете, девочки. Правду. Вот так вот там. А девчулечки, правда-то такая будет. Понимаете, какое дело? Во-первых, узнаете правду о том, что подставляли, сплетничали, наговаривали на вас, причем за вашей спиной. Все это тайно, хитро, знаете, так из-под тишка все это делалось, да? Ну, вы знаете, вы настолько сильная, вот, воительница карта, вы настолько сильны, что это с вас как с гуся вода сойдет. Идет в вашу жизнь удача, успехи, и кто этот успех принесет? Мужчина красивый, высокий, возможно, блондин, голубоглазый, вот, и он придет, чтобы наладить с вами мосты. Сердечко-то ваше растревожит красавчик. Вот такое вот дело. Дар на порог положит. Кто или что дар на порог положит? Дар это не обязательно, что пришел и положил, да? А что-то вот именно событийное. Давайте посмотрим, да? Письмо потому что получите, да, на порог идет. Письмо получите. Девчонки, получите письмо о больших финансах. Или это извещение, или смс-сообщение. Смотрите, девочки, для вот этого события вы вкладывались. Или общались, или работали. Смотрите, вам письмо идет о больших деньгах. Хороших таких деньгах. Защищайте свои деньги, смотрите, прикладывайте все силы. Или вы прикладывали силы, защищали свои интересы и получаете результат. Вот о чем идет речь. Что навеки уйдет? Что навеки из вашей жизни уйдет? Расходы уйдут, девочки, расходы. И слава тебе, Господи, называется. Маски откроете. Вот смотрите, помните, я говорила, крысы-то были. Смотрите, вы узнаете правду, снимете с людей маски. И вот тогда перед вами будет выбор, в какую сторону вам идти, в какую сторону повернуться. Тут, понимаете, это вот вообще судьбоносные такие отношения. Расходы от вас уходят. Навсегда уходят. Подарочек еще какой-то получаете. Так. И, наконец-то, что в сердце покой принесет. Девочки, давайте посмотрим, что в сердце покой принесет. Какой красавчик. Столько мужчин вышло, кстати. Я вам скажу, какая вы романтичная. Ой, все как воздух, все улетит. И весь холод пройдет. А вот, девчулечки, кто не замужем, та скоро выйдет замуж. Ей по судьбе выйти замуж. А вот за кого из этих, вот либо военный, либо красавчик, это уже вам делать выбор. Смотрите, девочки, двое мужчин к вам на пороге. И поэтому, смотрите, с кольцом, вот смотрите, с одной стороны, вот одного вы действительно холодом, льдом встретите. И вот в сердце покой принесет, наверное, все-таки заключение официального брака. Вот что на сердце покой принесет, кто не замужем. А если замужние девчулечки, то подарок, кольцо, это приятный подарок довольно-таки. От близкого довольно-таки человека. Дорогой, видимо, подарок.
Итак, девочки, что посмотрим? Давайте совет скажу вам. Итоговый. Ой, простите, упала. Сейчас вы сидите в отшельниках, закрываетесь. Грустненько немножко вам, да? Так, давайте посоветуем. Запутались. Ну, правильно, столько мужчин. Болезненно воспринимаете. Девчонки, все равно на роду вам написано в ближайшем будущем выйти замуж. Вот такой момент. Если не замуж, замужние девочки смотрят, да, то на роду вам написано как бы это остаться с конкретным человеком. То есть вот вы выйдете из лабиринта, болезненного такого лабиринта, и вы найдете свой путь. Почему? Потому что на роду это вам написано. Что посоветует оракул звездных сияний моим красотулечкам, моим солнышкам, моим маленьким девочкам? Все вы у меня девочки хорошие такие. Итак, оракул звездных сияний советует. Престиж, кстати, недавно была эта карта, замечательная карта, это победа, это успех, это благополучие, это получение своих результатов, достижение своих результатов. Так, уважение, признание, почет. Вы окажетесь на вершине самодовольства. Ваши успехи будут вознаграждены не только физически, но и морально. Вы получите обожание публики, уважение со стороны других лиц, признание ваших успехов и заслуг, появление поклонника или поклонницы. Я уже говорила, что у вас двое мужчин. Разговор, который потешит ваше самолюбие и признание ваших достоинств и сильных сторон. Возможно, вы сами к себе начнете относиться с большей любовью и уважением. Начнете ценить себя и свои труды. Кто-то с гордостью заявит о вас. Награждение труда. Высшая похвала. Вот такая карта престиж, девчонки. Все у вас будет благополучно. По поводу денег, еще раз хочу напомнить. Получите приличную сумму денег, поберегите ее. Я вам желаю любви, мира, добра, счастья. И пусть самое лучшее, что проходит в моих раскладах, у моих девочек обязательно произойдет. Всем пока, всех люблю.